Интервью с Барри Харрисом, ассистентом инженера на альбоме AC/DC «Flick of the Switch». Барри, расскажите, пожалуйста, о том, как вы вместе с Тони Платтом заканчивали микшировать альбом AC/DC «Flick of the Switch» в 1983 году в Нью-Йорке. На тот момент я только закончил ассистировать Хью Пэтхэму, с которым мы сводили альбом Холла Оатеса H2O, когда менеджер студии сказал, что скоро приедут AC/DC, и спросил, не хочу ли я перейти к ним. «Конечно», — ответил я, — «безусловно хочу». А вы можете рассказать, в чем заключались ваши обязанности и что именно вы делали при микшировании песен во время, так сказать, второй фазы работы над альбомом Flick of the Switch в студии Electric Lady? Я предполагал, что буду помогать Тони во время сессий сведения. В те времена, до того, как все стало полностью компьютеризированным, для сведения песни обычно требовалось несколько пар рук, чтобы изменять настройки эквалайзера, эффектов и уровней на лету по мере продвижения по миксу. Но в итоге мне также пришлось перезаписать все вокальные треки. В студии были все участники AC/DC или только Малкольм и Ангус? Как вы думаете, достаточно ли было у них знаний на данном этапе, чтобы записать и свести альбом? Ведь они впервые выступали продюсерами. Там были Мал, Ангус, Клифф и Брайан, а также жена Клиффа. После работы с Мэттом Ланге, я думаю, Мал и Ангус точно знали, чего они не хотели от этой записи. На мой взгляд, не существовало другой такой пары музыкальных мастеров, как Мал с Ангусом и Мэтт Ланге, которые бы подходили к своему делу с настолько противоположной идеологией. AC/DC — это про то, чтобы выкладываться по полной и идти вперед. В то время как Мэтт — звуковой перфекционист с репутацией человека, доводящего артистов в студии до предела возможностей, до белого коленя. Мы все знаем историю Def Leppard. Поэтому я думаю, что в своем желании вернуться к своим основам на Flick братья, возможно, слишком сильно качнули маятник продакшена в противоположную сторону. Сообщалось, что в Нью-Йорк приехали Гарри Ванда и брат Малкольма и Ангуса Джордж, чтобы дать им некоторое представление о процессе записи и помочь им при сведении. Подтверждаете ли вы это, что ценного, по вашему мнению, они привнесли? Примерно в середине работы над альбомом Малкольм и Ангус пригласили Джорджа зайти и послушать. Гарри там не было. Именно в этот момент процесс для меня изменился. Было решено выбросить весь вокал и доработать тексты. Поэтому, пока Тони работал в студии А, я с Джорджем и Брайаном отправился в студию Б, чтобы записать новый вокал. Брайан тут же переписал некоторые тексты, а затем Джордж помог ему максимально выложиться при исполнении и записал вокал на пленку. Мы заканчивали песню, отправляли ее Тони, а затем приступали к следующему треку. Я бы покривил душой, если бы не упомянул, что пару раз мне даже пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я действительно присутствовал при записи вокала Брайана Джонсона для альбома AC/DC. В итоге на альбоме было представлено 10 песен. Может, какие-то треки были исключены, не помните? Я не помню, чтобы видел или слышал какие-то дополнительные треки, кроме тех, что вошли в альбом. В процессе работы над Flick of the Switch возникла напряженность между Филом Радом и Малкольмом, в результате чего Фил был уволен. В Нью-Йорке тогда проходили прослушивания несколько барабанщиков. Вы не помните, кто прослушивался и что они тогда играли? Я никогда не поднимался на сцену, где проходили прослушивания. Я только помню, что однажды они появились в студии уже с Саймоном. Кстати, об ударных. Во всех песнях Flick of the Switch 100% играет Фил Рад, или некоторые партии были перезаписаны уже после его увольнения. Везде играет только Фил. Сообщалось, что ранние записи Flick были очень близки к звучанию Back in Black,
И Малкольму хотелось избежать этого, чтобы придать Флик его собственную, очень специфическую звуковую индивидуальность. Помните ли вы об этом и, может, знаете, существуют ли какие-то ранние записи или миксы на пленке? Миксы, которые звучат на альбоме, единственное. А за кем оставалось последнее слово? За Ангусом или Малкольмом? Мал был больше вовлечен в процесс, но решения не принимали совместно. А помните ли вы, какое оборудование, марки, модели использовали Стони для сведения этого альбома? Альбом был сведен в студии А на консоли NIV 8078, которая является отличным звуковым пультом. Записывался он на полудюймовую деку Studer A80, минимум внешнего оборудования. Только немного компрессии и лимитирования с помощью компрессоров LA2A и LA3A. Для придания атмосферы использовался цифровой ревербератор Lexicon 224 и немного эквализации. Брайан записывался в микрофон Neumann U87. Если вы посмотрите на обложку, то увидите упоминание о том, что запись была смикширована с помощью процессора локализации звука от компании Ramsa. Я наткнулся на это оборудование, когда читал о некоторых новых технологиях. Процессор звучал очень круто, поэтому мы попросили Ramsa прислать его нам для тестирования. Суть в следующем. При прослушивании песни через стереомониторы вы можете услышать гитару из левой колонки, клавишные с правой и вокал в центре. Это устройство позволило нам панорамировать инструменты далеко за пределы разброса динамиков. Таким образом, используя джойстик, мы могли, например, перемещать какой-либо инструмент в один из мониторов, а затем продолжать сдвигать его за пределы реальной колонки в любой конец комнаты. В результате звук как будто исходил из боковой стены, где нет динамика. Это было так здорово, что Мал и Ангус разрешили нам использовать данный эффект. Я не думаю, что он сохранился после того, как мастер-лента прошла через процесс мастеринга и прессования. Его можно попробовать услышать в гитарном вступлении на Guns for Hire. Мы полностью переместили гитару в левую часть комнаты. Перезаписывали ли Ангус и Малкольм какие-то партии или наложения в Нью-Йорке во время процесса микширования? Нет, перезаписан был только вокал. А есть ли у вас какие-нибудь студийные анекдоты, которыми бы вы хотели поделиться с нами? Ну, есть 2 или 3 вещи, которые я помню. Просто маленькие моменты. Возможно, кто-то уже устал это слышать, но все ребята, включая телохранителей, относились ко мне как к брату. Они называли меня База, что, как я узнал, было прозвищем имени Барри в Австралии. Спустя много лет мне сказали, что они так тепло ко мне относились, потому что по какой-то причине я напоминал им Бона Скотта. А на тот момент прошло не так уж много времени после его смерти. В итоге я пробыл с ними достаточно долго во время тура Флик. Еще одним забавным воспоминанием был акцент Брайана Джонсона. Он был настолько густым, что когда Брайан обращался ко мне приходилось смотреть на Ангуса или Мала в поиске перевода с английского на английский. И они каждый раз смеялись надо мной. Я также помню, как однажды Ангус сидел за пультом и делал наброски в блокноте. Мне подумалось, ого, а он очень хороший художник. И когда я получил промо-копию пластинки, на обложке был изображен этот рисунок. Тот самый набросок, который он сделал тогда в студии.